Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня заключительная игра первого полугодия. Те из вас, кто хочет, чтобы, как и раньше, играли капитаны и магистры, надо немного подождать. Те, кому пришлись по душе игры троек и мини-сериалы, наберитесь терпения. Ведь игра у нас осталась всего одна, и начинать сегодня новый мини-сериал, не имеет смысла. Сегодня, 26 июня, нас ждет игра для тех, кто любит новое. Уважаемые телезрители, я не раз говорил, что знатоки телевизионного клуба – это верхушка айсберга. Повсеместно существуют различные сообщества знатоков. И сегодня нас ждет встреча со сборной молодежной и любительской лиг «Что, где, когда». Играть будут новички. Любительскую лигу представляют инженер Иван Яковлев, Рязань, менеджер Антон Милошенко, Алма-Ата, аналитик Артем Пайсон, Москва. Молодежную лигу представляют юрист Елизавета Демидова, Санкт-Петербург, инженер Юлия Данильченко, Владивосток и капитан команды экономист Кирилл Ивлев, Москва. Против новичков клуба «Что, где, когда» сегодня играют Айса Альчинова, Санкт-Петербург, Айдар Минибаев, Нефтекамск, Евгений Бутуча, Парумбень, Олеся Водолеева, Златоуст, Алексей Сычев, Брянск, Алексей Ладов, Балагоя, сектор Блиц, Татьяна Поминова, Воронеж, Максим Кудринский, Лимассол, Михаил Алтухов, Пески, Наталья Островская, Минск, Андрей Колесников, Ливны. 13-й сектор. Играем «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Как всегда, до 6 очков. Счет пока 0-0. Первый раунд. Господин Ивлев, добрый вечер. Рад вас приветствовать в кресле капитана. Кирилл, поясните телезрителям, в чем разница между молодежной лигой и любительской? Вот по-простому. Господин ведущий, в любительской лиге я еще не дебютировал, но, насколько я понимаю, гораздо сильнее знатоки, опытнее. И самое главное, что молодежная лига – это для молодежи. Конечно. То есть получается, Кирилл, что вы были в прошлом году еще играли в молодежной лиге, а теперь уже вас приняли в любительскую, да? Но вы там еще не играли. Господин ведущий, молодость закончилась, пришлось идти в любительскую лигу. Уважаемые телезрители, в этой игре не будет помощи магистров, но будет помощь клуба. Не будет суперблица, а блиц будет традиционный для шестерки знатоков. 13-й сектор. Интернет против знатоков. Сегодня в 13-й сектор поступило 9963 вопроса, и сейчас компьютер выберет один из них. Против вас будет играть Владимир Артемов из Москвы. Уважаемые телезрители, напоминаю, что в этом сезоне в 13-м секторе эксперимент. Можно узнать правильный ответ на вопрос раньше знатоков и следить за обсуждением, зная ответ. Для этого сканируйте QR-код, который вы видите на экране. А сейчас, внимание, вопрос. В одном музее этот экспонат подписан 604 километра и 70 тысяч цветов. Что это за экспонат? Может быть, что-то с Гагариным связанным, что его цветами забрасывали. 604 километра. Экспонат какой-то, то есть это предмет. 600 километров, нет, это слишком длинная для датской жизни. Москва, Санкт-Петербург. Вот с поездами действительно длинное расстояние. 70 тысяч цветов, это, возможно, не цветы, а цвета. Разные цвета. Очень много, сложное количество. А вот не хочется буквально с дорогой. Давайте к Гагарину вернемся, может, с этим Гагарину непонятно, 604 Окей, согласен. Откуда до куда? 604
это не так Что много. за экспонат? Музей. Чему может быть посвящен музей такой? Какие-то В одном города музее рядом этот с экспонат. Москвой То есть. есть ни музея, ни Путевой города знак непонятно. какой-нибудь, не знаю. А чего расстояние 600 Что-то, километров? что-то, от Что чего-то мы знаем до такое чего-то, расстояние? да. Москва-Питер. Да? Больше. Длина реки какой-то. А что еще что-нибудь? Длина реки какой-нибудь. А, Волга какая-нибудь? Ну, понятно, Слишком ответ. мало, слишком мало для А, него. кто Волгу рисовал? Вот да, что-то такое. Антон, попробуешь? Что да? Про Волгу что-нибудь. Итак, кто отвечает на первый вопрос? Сразу 13-й сектор. И отвечает Ответит Антон Милошенко. Антон, прошу вас. Господин ведущий, нас спрашивают, что это за экспонат. Если честно, мы точно экспонат не придумали, но как будто бы показалось, что может быть связано с какой-то рекой, возможно, Волгой. И это какая-то картина, связанная с этой рекой. Например. Ваш ответ понятен. А перед тем, как огласить правильный ответ, я хочу спросить, есть ли какие-то версии в зале по этому поводу? Никаких, да? Господин Паташов, никаких. Хороших нет. А я QR-код приложил. А мы нет. А вам нельзя. Смотрите, цветы и расстояние как связаны, господин Паташов? Цветы и расстояние. По-моему, никак. Да? Ну давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Это капля меда. Столько должна пролететь пчела и столько цветов должна она... Понятно, да? Это мед. Одна капля. 1-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Владимир Артемов из Москвы. Второй раунд. Господин Ивлев, ну расскажите, как вам ваш первый раунд за столом? Понравился? 13-й сектор, господин ведущий. Вопрос очень интересный. Вам вопрос понравился? Да. Ну, скажите, а вот лично для меня результат этой игры не очень важен. Важно посмотреть, как вы мыслите. А вот что для вас важно? Мне кажется, что для нас важно сейчас показать хорошую игру. Ну и желательно, конечно, со счетом 6 в пользу знатоков. Вы хотите выиграть? Конечно. Ну, вы знаете, я еще раз повторю, на мой взгляд, это не так важно. Важно... Хотя, конечно, если вы победите, я запомню на будущее. Господин Милошенко, скажите, а вот для вас первый раунд как сложился? Тяжело, тяжело. Особенно, когда приходится отвечать, не зная до конца, что я буду отвечать. Вот. Тяжело, было тяжело, но здорово, что это нам сразу попалось. Балагоя. Против вас играет помощник капитана Алексей Ладов. Город Балагоя, Тверская область. Уважаемый Алексей Ладов, если еще раз решите снимать вопрос на телефон, пожалуйста, держите его горизонтально. А вот так не стоит. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, мы находимся в древнегреческом городе Милет, на месте бывшего театра. И вот здесь почти на каждом ряду есть вот такие отверстия. Тут и там, и вот тут. В общем, отверстия расположены по всей территории театра. Вопрос, для чего использовались эти отверстия? Копья, то есть, например, военные. А зонтики могли. Зонтики здорово тоже. А может быть, как поручни были? Древняя Греция. Древняя Греция. Может быть, поручни, как театральные? Это театр В все-таки. театре обычно очень длинные представления, сидят долгое время. Да, Подставка для чего? Еда, может, еда как-то, знаешь, как в кинотеатре? Не понимаю, что именно. Вот, ну, Оно круглое, такое вот какое-то отверстие маленькое. Отверстие Небольшое, да, маленькое, небольшое. да. Какие флаги давать можно, да? Повсюду. Да, везде. Они если Флаги поставить, если флаги, чтобы красиво. Они чтобы в А для театре флаги. удобства, Не знаю, а для чтобы чего в пройти, театре? каждом придерживаясь, много людей сидит, пройти, через как поручни А подержаться. тогда бы они там, наверное, были Там везде стройные. они. поручни на Но они лестнице были ходили, а здесь деревянные. на Если самой что, лестнице. если Что господа нужно с тому, правами кто приходили, смотрит? допустим, рабы что-то держать могли для них. а пахала какие-то. А Ну, что то есть держать пахало? Это просто зонтики ставят, деревянные. Ну, я думаю про поручни, потому что они Да, потому что они деревянные, они А здесь вначале еще что-то у стоят, нас как будто было. поручни там были деревянные. Они, смотри, они идут по горизонтали. Они Пора отвечать.
Кто отвечает? Ответит Иван Яковлев. Иван, прошу вас. Добрый вечер, господин ведущий. Здравствуйте, Иван. У нас родилась такая версия, в Древней Греции было жарко, и мы предположим, что эти отверстия предназначались для того, чтобы вставлять туда зонтики. Вот солнца. Зонтики. Или дождя. Или дождя. Да. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Тимонов, ну, слушайте внимательно. Театр располагался под открытым небом. Отверстия использовали для установки навесов, которые защищали зрителей от солнца и дождя. Ну, как бы не зонтики индивидуальные, а такие навесы. Как вы считаете, все-таки правильно знатоки ответили или нет? Я сейчас лихо пробегусь по граблям коварного господина Гиязова, потому что он всегда настаивает на том, чтобы ответ был дословный. Но суть вопроса зонтики или навесы от солнца, обратите внимание, как раз-таки знатоки на это обращали внимание, кажется, что делают ответ, собственно, тождественным тому правильному ответу, который у вас есть в записке. У меня нет записок, я просто много знаю. Господин Гиязов, а вы как считаете? Ну, у меня, во-первых, я не согласен с господином Тимоновым по поводу граблей. Давайте в фарс не будем превращать. Сейчас вы выговоритесь. Вы говорите. Но, по сути, я считаю, что немного переволновались, но ответ можно засчитать. 1-1. Иван Яковлев приносит первое очко для своей команды. Поздравляю, Иван. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, в вашей карьере защитника это первая команда новичков. Что вы ждете от их игры сегодня? Я искренне симпатизирую команде и ответил бы на ваш вопрос немножко от противного, чего не жду. Не жду, что команда расстроится и, не дай бог, развалится после первого неудачного ответа. Не жду, что команде не понравится первая же игра в прямом эфире, они уйдут из клуба навсегда. И, конечно, не жду, что они будут вестись, Алексей, прости, на иногда твои провокации. Вот. А чего жду? Вы знаете, в Росатоме много активной молодежи, и они всегда носят такими сумасшедшими, яркими идеями. Поэтому вот тут вас поддержу. Конечно, хотелось бы какой-то новизны. Может быть, новизны в рассуждениях, новизны в мышлениях. Может быть, ритуал какой-то новый придумайте. Вот чего жду. Спасибо, Андрей. А интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. А что вы пожелаете команде соперников? Ну, я пожелаю, во-первых, не надо бояться меня, а надо бояться господина ведущего. Спасибо большое. Нашли крайнего. Поговорили. А если серьезно, вот я бы хотел вернуться к игре, к 13-му сектору, который уже выпал. И меня давно интересуют вопросы, и вопрос к вам, господин ведущий. А что происходит с вопросами, которые не выбрал компьютер, которые люди отправили, а вот они вот не выбраны? Вы знаете, эти вопросы, вот сейчас наступает большой перерыв после этой игры. Вот во время больших перерывов эти вопросы изучают, и некоторые из них даже берут на стол. А какие-то продолжают присылать на следующей серии. То есть и так бывает. Кстати, вот знаете, у нас есть академик Ольга Николаева. Именно так она и стала обладательницей «Хрустальной совы». Она прислала вопрос в 13-й сектор, его там отобрали, потом она с этим вопросом в финале выиграла и стала обладательницей «Хрустальной совы». Так что смелее присылайте вопросы в 13-й сектор, но уже в осенних играх. А сейчас третий раунд. Госпожа Демидова, Елизавета, большинство телезрителей и знатоков не знали, что будет происходить сегодня, если знатоки проиграют предыдущую игру. А ваша команда знала. Вы знали, что если проиграет, то будете играть вы. Какое чувство вы испытывали при счете 5-5? Мы всецело болели за команду и нисколько не думали о том, предстоит нам играть или нет. И, честно, то есть играть не хотели особо? Мы хотели играть, но мы понимали, что экспериментальная игра в молодежной любительской лиге нашей замечательной сборной состоится или не состоится. Это не зависит от того, какой будет результат. Елизавета, а вот все-таки при счете 6-5 уже страх овладел вами? Было, конечно, большое волнение. Но оно прошло или продолжается? Оно прошло, оно сменилось огромной радостью. Блиц. Не супер, а просто блиц.
3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Еще раз напоминаю, что играют 6 знатоков сегодня. Внимание, вопрос первый. Марина Ананьина из города Химки попросила показать вам набор столовых приборов, который был изготовлен в 1957 году. Марина просит вас назвать автора эскиза этих изделий. Дали, часы, да. Замечательно. Тише, не орем. 1957 год. Еще что? Там прям плавленые часы. Там есть Очень, да, левая, прям понятно. Автора эскиза. Сальвадор Дали. Все отлично. Кто отвечает? Ответит Елизавета Демидова. Елизавета, прошу вас. Господин ведущий, мы думаем, что автором эскизов к этим столовым приборам был Сальвадор Дали. Абсолютно правильный ответ. Продолжаем блиц. Внимание, вопрос второй. Евгений Матыкин из Волгограда попросил показать вам одну карикатуру, а часть ее скрыть. Евгений просит назвать автора этих рисунков. Носорог, друзья. Он везде перед всем видит только слово. Все спокойно. Мы блиц не торопимся. Да, нам торопиться Еще что-то будем? в нашем распоряжении. Африка. Он всегда его видит перед собой просто. Африканский пейзаж, и на что бы он ни смотрел. Это другой имеешь? На что еще может быть похож этот рог? Автора. На что еще может быть похож? Итак, кто будет отвечать? Артем Пайсон. Артем, прошу вас. Господин ведущий, автором этих карикатур является носорог. Автор этих рисунков, посмотрите на экран. Носорог. Видите на каждом из рисунков рог автора. Ну что ж, решающий третий вопрос. Для осуществления своего замысла авторам одной рекламы кофе понадобилось примерно полкило кофейных зерен и 2 чашки с этим напитком. Алексей Иванов из Химок интересуется, чье изображение получилось у авторов той рекламы. Панда, может быть, белое и черное, напиток, кстати, молоко. хорошо. А если человек? Майкл Джексон полкило, какой-нибудь. это не так. Кофе в жидком виде, кофе полкило. То есть 2 кругляша и россыпь зерен. А вот зерна, давайте обсудим. Кофе с Жираф? Что на нем? Как 5. пятнышки. А кругляши? Хорошо. Глаза? Чье? Чье изображение? Чье изображение? Итак, чье изображение? Предположим, что изображение жирафа. Жираф. А чашки какую роль выполняли? Возможно, глаз. Глаз. А смысл какой у этой рекламы? Почему жираф? Кофе может ассоциироваться с Африкой. А еще с чем кофе у вас ассоциируется? С бодростью. С бодростью. То есть от кофе не спишь. И глаза большие. Как у совы. Кофе, как правило, пью, чтобы взбодриться, не заснуть. Из 2 чашек кофейных зерен у автора рекламы получилось, посмотрите на экран. Сова. Кофе взбодрит так, что вы не будете спать даже ночью. Не сообразили немножко. 2-1 в пользу телезрителей. А 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Алексей Иванов из Химок. Счет 2-1. Пока в пользу телезрителей. Мы начинаем 4-й раунд. Господин Яковлев, согласно детализации звонков вашего телефона, мы узнали, что попали в состав команды в 14:47 14 мая. Как вы отреагировали на эту новость? Вы абсолютно правы, господин ведущий, это произошло именно тогда. В тот момент я находился на работе, и, к моему счастью, рабочий день был закончен для меня, радости не было предела. Но вы ведь не знали, состоится ли ваша игра или нет, ведь тройка Дмитрия Авдеенко могла выйти в финал. Иван, что же вас заставляло по 2 раза в неделю ездить на тренировки из Рязани в Москву и обратно? Это ж какую силу воли надо иметь. Знаете, господин ведущий, очень просто не замечать преграды на пути к мечте. Скажите, Иван, сейчас, Ливны. Иван, скажите, а как ваша жена на ваши поездки смотрит? Моя жена — это моя главная опора и поддержка во всех моих начинаниях, и в частности, и особенности этом. И это правильно. Это правда.
Против вас играет юрист Андрей Колесников, город Ливны, Орловская область. Господин Милошенко, недавно одна компания получила заказ придумать плакаты на тему охраны окружающей среды. Для примера взяли 3 животных и сделали 3 похожих плаката. На первом была надпись: «Скоро баранов можно будет увидеть только...» На втором было написано: «Скоро львов можно будет увидеть только...» А на третьем: «Скоро медведей можно будет увидеть только...» Внимание, вопрос. Где их можно будет увидеть? И нарисуйте, что было изображено, например, на 3-м плакате. На плакатах? Нет, Там же? нет, смотрите. Типа, прям на плакатах? В зоопарке из-за решетки. Если это медведи только в цирке, например, львов только... Их не будет версия Антона, потому что на плакатах. как мы это нарисуем? Больше не существует, просто на бумажке. Само животное держит плакат. Что только на картинке. Вот лев и еще плакат в плакате. Хорошо, я понял, еще версию. Нет, Антон, смотри, там спросили, что было нарисовано на плакате. Никто, а что? Может быть, это зоопарк из-за решеткой? Ну, там решетка нарисована. Ребят, они вымрут, скорее всего. Охрана Их не будет вида природы. На гербах. На гербах, а похоже? Давайте к решетке вернемся. Зоопарк или плакат лучше? Нет, где такой же зоопарк? Зоопарк, только в зоопарке. В дикой среде. В дикой природе. Это я услышал. И, соответственно, решетка. На плакате. Лучше всего нужно, если решетка в зоопарке. Решетка просто нарисовать. И ее просто нарисовали. Моя версия слишком сложная. Итак, кто отвечает? Господин ведущий, нам предлагают помощь клуба, мы с радостью ей воспользуемся. Итак, стоп. Что это такое? Уважаемые знатоки, гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд. Рисуйте с бочок. Ну вот, что-то такое. Ну соедини еще, что соедини палочку. Замечательно. Где на небе, что? И нарисуйте. Хорошо, да. Вот хорошо. Вот так. Да. Хочешь? Все, Антон, да. Итак, прошу. Антон Милошенко ответит. Прошу вас, Антон. Господин ведущий, с помощью клуба мы поняли, что на плакатах изображено звездное небо. Ну, то есть, где можно увидеть это на звездном небе. И нас попросили нарисовать. И вот я... На 3-м. Да, на 3-м. И я попробовал изобразить созвездие Медведицы. Такой ковш узнаваемый. Понятно. Теперь, одну секундочку, Антон. Все-таки мне интересно, как вы мыслите. Скажите, это ко всем вопрос. Скажите, почему вы не обсудили, почему именно эти животные? Вот вы вообще, почему такая выборка? И почему телезритель, я уверен, что вы знаете, как 3-й выглядит. Вот первый и второй не уверены, что вы знаете, как выглядит, а как-то 3-й особняком. То есть вы как-то медведя не обсудили совсем. Почему медведь-то особенный? Волнуемся, господин ведущий. Ну, опыт. Приобретайте опыт. Ну а клубу спасибо. Надписи на плакатах предупреждали, что баранов, львов и медведей скоро можно будет увидеть. Посмотрите на экран. Только на небе. На плакатах были изображены созвездия Овна, Льва и Большой Медведицы. Счет становится 2-2. Ну, а телезритель Андрей Колесников из города Ливны получит от Альфа-банка компенсацию 100 тысяч рублей, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. 5-й раунд. Господин Бойцов, Артем, говорят, что когда вы узнали, что оказались в команде, вы в первую очередь позвонили бабушке. Скажите, это она привила вам любовь к «Что, где, когда»? Почему к бабушке сразу? Бабушка очень важный человек в моей жизни, скорее так. То есть и благодаря «Что, где» появлению «Что, где, когда» в моей жизни у нас появилось еще больше поводов с ней созваниваться. Артем, а вторым делом вы написали перечень того, что вы еще не знаете.
Вы можете огласить весь список нам? У нас еще, не так много времени, как будто у нас есть. Нет, ну вы составили список, что вы не знаете. Это прекрасное решение. Приберегу интригу. Артем, скажите, а что вам мешало составить такой список до информации о том, что вы будете играть? Златоуст. Что такое? Господин Козлов, почему все смеются? Просто вы не видели, может быть, реакцию. Артем, когда вы объявили Златоуст, он понял, что отвечать уже не надо, и сказал: Отвечайте, Артем. Против вас играет менеджер Олеся Водолеева, город Златоуст, Челябинская область. Госпожа Данильченко. Да, господин ведущий. Писатель Борис Ласкин посвятил этой группе людей отдельный рассказ. Вот что он там пишет. Формы выражения чувств весьма разнообразны. От легкого постанования и заламывания пальцев до крика в регистре колораторного сопрано. Однако основные эмоции бушуют у этих людей где-то в глубине и скрыты от посторонних взглядов. Внимание, вопрос. Кому был посвящен рассказ? Что это за группа людей? Вот это не может быть бурлаки, им тяжело идти. А почему такой прям сопрано? Если где-то громко либо кричат, либо может, эмоционально, скорее всего. не похож на Нет, теннис. и главные эмоции Роженицы внутри. какие-то не могут, вот роженицы, они... А знатоки, например, в «Что, где, когда»? Нет, знатоки, нет, рассказ прячется. Заламывание пальцев. Где-то шахматы, Скорее может быть. всего, Играешь в шахматы пальцем. Ты не орешь шахматы. Скорее всего, ребята, скорее всего, больно. Почему могут постанывать или А глухие какие-нибудь, вот кто нет? вряд ли каким-то сопрано будут издавать. Кому Да, согласен. роженицы не могут быть какие-нибудь там? Они эмоции бушуют А, где-то в кстати, глубине. вот у роженицы нет? Жестко. Нет? Бушуют внутри, скрыто в глубине. Это неплохо, нет? Еще почему-то вот им, скорее всего, они мучаются. Группа людей. Да, какая-то певцы. Какая-то, а если какая-то... Ребят, что у нас есть? Какие-то спортсмены. Почему нет? Но скрытые эмоции внутри. Спортсмены? Итак, давайте сначала решите, кто будет отвечать, а я повторю вопрос. Попробует ответить Антон Милошенко. Итак, Антон, вот я читаю, а вы себе представляете, да? Формы выражения чувств разнообразны. От легкого постанования и заламывания пальцев до крика. Однако основные эмоции бушуют у этих людей где-то в глубине и скрыты от посторонних взглядов. Что же это за группа такая? Но мне показалось в обсуждении, что это может быть... Давайте я попробую описать. Да? Это люди, которые чем-то занимаются, скорее всего, вот в этом процессе. Их что-то какие-то эмоции их заставляют испытывать вот то, что они делают вот прямо сейчас. И... Не знаю, господин ведущий, ничего лучше, чем бурлаки, я не придумал. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Ивлев, Кирилл, скажите, пожалуйста, а на какие вы давали отвечать бурлаков или просто ответственность скинули на Антона и все? Скорее бурлаков. А какие еще версии вы слышали? Потому что правильная версия у вас была. У нас была версия про беременных женщин, у нас была версия про певцов, у нас была версия про знатоков. А кто сказал футбольные фанаты? Спорт мы обсуждали все. Спорт обсудили, да. Спорт обсудили. Эмоции от легкого постанования до крика. Свой рассказ Борис Ласкин посвятил болельщикам. Болельщикам. Сказали бы футбольных фанатов, господин Тимонов, признали бы вы, во всяком случае. Даже господин Гиязов бы признал. Да, но немножко вы не представили себе ситуацию. Счет 3-2 в пользу телезрителей. А 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Олеся Водолеева из Златоуста.
Уважаемые телезрители, по окончании этой игры лучшему знатоку будет вручен хрустальный атом. Традиционный приз от госкорпорации «Росатом». Определит лучшего Андрей Тимонов. Андрей, сегодня ваш выбор должен быть ответственным как никогда. Представляете, что означает для любого из новичков этот приз? Представляю. Я на самом деле думаю, что независимо от финального счета за этим столом собрались абсолютно счастливые люди, потому что первая игра в большом эфире наверняка запомнится навсегда. А тот, кто первый раз в прямом эфире заберет главный приз, может быть, следующие призы будут и получше, и, так сказать, позначительнее, но этот приз, вот тот, с которого, знаете, пыль сдувать и целовать, это вот до конца жизни. Спасибо, Андрей. Продолжаем игру. 6-й раунд. Госпожа Данильченко, Юлия, расскажите, а как проходят игры молодежной лиги? В чем отличие от наших игр? Пожалуй, в составе клуба, господин ведущий, в первую очередь. Нет, ну вот скажите, вы наряжаетесь там в платье, в смокинге, да? Да. Да, красивые приходите. А приз лучшему игроку дают? Дают книгу. Да. Книгу дают, молодцы. Скажите, Юля, а говорят, что вы играете в одной команде с Андреем Поташовым. Скажите, он играет лучше Максима или нет? Может быть, в возрасте Максима Поташова он тоже будет играть так же, как отец, но пока... Максим, а вы следите за играми команды, в которой играет Андрей? Я, конечно, слежу, и поэтому сегодня особенно болею за Юлю. Ну давайте, вы же болельщик, вы сейчас Воронеж. Максим, вы сейчас в какой стадии? Вы заламываете пальцы внутри. Или внутри? Переживание внутри у вас, да? Ну хорошо, против вас играет преподаватель Татьяна Поминова из Воронежа. Иногда кажется, что они и есть настоящие китайцы. Живучие, они уцелели на протяжении веков. Хитрые, они прячут свой смысл за внешней похожестью друг на друга, чтобы дурачить иностранцев. Внимание, вопрос. О чем это сказал писатель Дэвид Митчелл? Досрочный ответ. Досрочный ответ. И кто отвечает у нас досрочно? Юлия Данильченко. Юлия, вы понимаете ответственность какая у вас? Ну-ка. Понимаю, господин ведущий. Предположим, что так описали воинов из терракотовой армии. А теперь, внимание, правильный ответ. Юля, вы помните, какой вопрос был? О ком? О чем? О чем так? Ну, о терракотовой армии. О воинах терракотовой армии. Это... А так Максим Поташов за вас болел, вы взяли на себя ответственность и, мне кажется, поспешили. Дэвид Митчелл так сказал об иероглифах. Об иероглифах 4-2. 100 тысяч рублей получит Татьяна Поминова от Альфа-банка. Уважаемые телезрители, уже 2 года в нашем клубе не было новичков, с тех пор, как появилась команда Дениса Теплякова. Денис, добрый вечер. Скажите, вы не забыли впечатление от той первой игры? Ну, наверное, да я уже забыл, на самом деле. А вот господин Ансопов не забыл. Прекрасно помню эти. И какие были впечатления? Внутри просто все трясется. Если помните, мы даже не поняли, что вы с нашей командой разговариваете, когда стояли вот там в начале. Да, вот, я прекрасно помню этот момент. И даже пересматривать игру было не. Скажите, а вопросы на вашей первой игре были сложнее, чем сегодня, или проще? Когда сидишь за столом, они всегда сложнее. Да. Да, объективно не знаете. Ну хорошо, 7-й раунд. Господин Милошенко, а вы в последний момент не попали в команду Теплякова. Я вас даже тогда объявлял запасным 2 года назад. Да. Антон, вы переживали это время? За это время? Нет, на самом деле, после того, как меня не взяли, была четкая уверенность, что еще шанс предоставится.
И на самом деле я очень благодарен за тот отбор, потому что вот я, например, с ребятами хорошо познакомился, и мы продолжаем периодически общаться, они очень классные, я за них всегда болею. И не было такого разочарования, меня не взяли. Нет, такого не было. Антон, скажите, вот вашу команду в любительской лиге тренирует Дарья Любинская. Что она вам сказала перед этой игрой? Как она вас напутствовала? Она много нас напутствовала, но самое главное, наверное, получать удовольствие. Вы получаете? Лимассол. Против вас играет лингвист Максим Кудринский из Лимассола. Господин Яковлев, я слышал, что вы с особой теплотой относитесь к вопросам с черным ящиком. Все верно, господин ведущий. Специально для вас, внимание, черный ящик. Господин Яковлев, Да, господин. я слышал, что вы, извините, пожалуйста, в городе Ларнака на Кипре есть необычный музей. В нем представлены 20 тысяч парных предметов. Предметы в парах похожи друг на друга, но между ними всегда есть отличие, потому что предназначение немного разное. Подобная пара находится сейчас в черном ящике. Внимание, вопрос. Что в черном ящике и что внутри тех двух предметов, которые находятся в черном ящике? Что в одном, а что в другом? Это что-то в одном Какие-то другом. пары. Да. Давайте Да. пары. Какие Оно, пары? вилка, нож, но не подходит. Что-то, что в них внутри. Кипр, юг, ребята. Юг, острова. Кипр какие-то, но это не предметы, да? Жемчужины. Да, но предметы все-таки. Разное предназначение. Похожие, но разное предназначение. Солонка и перечница. Солонка и перец. Здорово. В них соль и перец. Запомнили. 20 тысяч, правда, это что-то Да, должно быть давайте такое. еще. Мне нравится Еще пары. Что-то Давайте. очень много. С Кипром что-то... Смотрите, Что-то по парам. Например, как пара обуви, пара очков, говорят. Ящик маленький. Мы Парные, говорим, но да, то есть это И в что-то. него что-то кладут, Да, не и внутри. забываем. Как Обувь матрешка. не может быть, она Внутри одинаковая. яйца что-то. Да, может но быть. такое, Только что пара. очень 20 тысяч, Правое, очень левое, много. что-то. Это очень много, Правое, значит, левое, есть что-то, да. Вот что правильно? Правое, левое, Варежки, левое, перчатки. Варежки одинаковую функцию. На юге не будет варежек. Что-то внутри не будет варежек. Да. Кипр еще. Хорошо, Артем. Ну, перечницу. Все, Что? хорошо. Что внутри? Что и что внутри? Что внутри каждого из них. Итак, кто отвечает? Артем Пайсон. Артем Пайсон, прошу вас. Господин ведущий, в черном ящике солонка и перечница, а внутри них, рискну предположить, что соль и перец. Теперь, внимание, правильный ответ. Артем, вы знаете, мне кажется, что очень важно, когда придумка происходит за столом. Что вот вы не знали сначала, а потом придумали. Я не знаю, как сложится судьба ваша лично и игроков из ваших партнеров по команде. Может быть, вы будете отмечать 100 игр в клубе и подпирать стенку. А может быть, это будет единственная ваша игра в жизни. Но вы никогда не забудете, что вы во время минуты обсуждения придумали ответ на вопрос. В нашем черном ящике солонка и перечница. Экспонаты музея на Кипре, посмотрите на экран. Тысячи солонок и перечниц. Покажите еще раз солонку и перечницу, чтобы разница была видна. А то показали плохо. Не так, а вот в чем разница. Солонка и перечница. Что вы мне цветы-то показываете? 4-3. Счет 4-3, и мы начинаем 8-й раунд. Господин Пайсон, вы знаете, всегда очень сложно, Артем, подобрать вопросы для новой команды. Мы же не знаем, что для вас просто, что сложно. Скажите, а на ваш взгляд, сегодня сложные для вас вопросы или нормальные, или простые? Вопросы, на каждый из которых мы могли бы ответить. Вот такие вопросы. И интересные. А на какой вам особенно жалко, что вы не ответили? Есть такой? Я бы сказал, жалко мед. Мед.
Ну, мне персонально жалко мед, кому-то в команде жалко сову. И мед, и сову. То есть вы за животных. Ну уж точно не против. Итак, а сейчас пески. Против вас играет Михаил Алтухов, поселок Пески, Московская область. Внимание, вопрос. Чему посвящено стихотворение Адама Мицкевича, в котором упоминаются 7 дорог и 12 рыцарей? Что у нас за кулисами? Календарь, друзья, Календарь, да, 13 месяцев и 12. 7 дней. А Да. чему? Календарю? Календарь, вот за кулисами, то есть предмет какой-то. Хорошо. Год за кулисами не поставили. Это предмет. Что-то еще с такими цифрами не связано. Не связано с календарем. 7 дорог, потому что там строчки. Да. А рыцари, потому что они 7 дорог. кучками. На что похоже? Если 7 вот дорог. как-то еще раз Нарисуйте. Чего еще 7? Чего еще попробуй. 7? Вот так, да. Вот как-то пробуйте визуализировать. На ноты. Радуги, А есть что-то, чего еще 7 и 12? 7 нот. 12. Не поместят. Алине не 12. Тише, не кричи. Ребят, не кричим, это за кулисами. Нотная Это тетрадь. вещественное. То есть хорошо. Пока лучше, да? Да, еще. Еще давайте. Визуально ничего не Еще что-то, 12. Перекресток 7 дорог. Часы, нет, С шахматами не идет. Ну тогда календарь. Чему посвящено и что за... Году? Ну, не, просто что за кулисами? Календарь. Не мудрим. А перед тем, как вы будете отвечать, я хочу обратить ваше внимание, как неопытной команде, что не просто 7 и 12, а 7 дорог, а 12 рыцарей. Поэтому ваши формулировки лучше мудрить. Ну вот помня об этой информации, ответит Иван Яковлев. Итак, где же 12 рыцарей и 7 дорог, Иван? Господин ведущий, мы думаем, что 7 дорог и 12 рыцарей в календаре. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Баринов, а у вас есть ответ на этот вопрос? Я боюсь, что нет. У меня была идея про планеты. Но Про планеты. Так, а есть версии еще в зале? Есть предположение, что шашки. Есть предположение, что шашки у Максима Поташова. А еще какие-то есть предположения? Ну, 7 нот и 12 полутонов, но 12 клавиш, но 3 октавы. 12 полутонов, да, но это сложно. Мгм. А за кулисами что? Ноты станут. Картинки с выставки. А это стихотворение Адама Мицкевича посвящено, посмотрите, шашкам 12 рыцарей и 7 диагоналей, 7 дорог. Шашки 5-3. Но шахматы у вас в обсуждении были. Вы в шашки не играете? Кирилл, вы в шашки не играете? Я предпочитаю шахматы, господин ведущий. Но то, что шашки существуют, вы знаете. Да, но диагонали бы мы сложно придумать. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Михаил Алтухов. Поздравляем Михаила. В пользу телезрителей. И перед тем, как продолжить игру, я хотел бы, чтобы наши знатоки как-то понапутствовали немножко команду. Все-таки момент сложный. Господин Поташов, скажите какие-нибудь слова, чтобы им это помогло. На самом деле, главное не торопиться. Особенно при таком счете играть спокойно и вдумчиво. Господин Белозеров, у вас всегда есть рецепты на все случаи жизни. Господин ведущий, я неоднократно бывал в такой ситуации, и нам доводилось неоднократно из нее выбираться. Опыт клуба показывает, что это возможно. Верьте в себя, и все получится. Давайте. Госпожа Любинская, Дарья, но вы все-таки тренер, пусть не всей этой шестерки, но все равно. Что вы бы им посоветовали? Вот что? Как вот не спешить? Как подходить к вопросу комплексно? А не хвататься там за 7-12 месяцев и все.
Вспомните просто, как у вас хорошо получалось на тренировке, как вы спокойно раскладывали, как друг друга внимательно слушали, все получится. Давайте. Господин Козлов, ну и вы на дорожку. Моральный дух, вы по моральной части. Знаете, во-первых, когда я первый раз сел за стол, тогда еще мы конверты ставили вверх в люстру, у меня вот так вот руки тряслись, я не мог поставить. Поэтому это нормально, что вы волнуетесь. А во-вторых, сейчас идет чемпионат мира по футболу, и там очень показательные бывают матчи, когда команде уже ничего не надо, она на 93-й минуте еще забивает гол. Вот вам все надо, и вы можете забить еще 3 гола вполне. 9-й раунд. Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков во второй половине сезона, ждем ваших вопросов по электронной почте, адрес вопрос@tvigra.ru, либо по почте на Королева 12, либо просто заполните форму на нашем сайте tvigra.ru. Господин Гиязов, а что вы пожелаете телезрителям перед длительным перерывом? Ну, вы знаете, господин ведущий, честно говоря, в экспериментальной серии меня лично расстроили видеовопросы в части своей сложности. И поэтому я пожелаю телезрителям отправлять красивые, интересные вопросы про свои родные города. Не забывайте снимать их горизонтально, а не вертикально. Да. Но главное, посложнее. Итак, Нефтекамск. Против вас играет инженер Айдар Минибаев из Нефтекамска. Господин Ивлев, ну, во-первых, я вам хочу напомнить, что вы можете сейчас счет такой брать минуту в кредит, если вдруг вы не придумаете. А потом хочу сказать, что лично с моей точки зрения, вот это вопрос как раз выпал самый показательный. Как бы вы готовы? Мы готовы. Или пока еще нет? Сейчас мы это узнаем. Итак, в 30-х годах 19 века Михаил Лермонтов, ничего не пропускайте, если надо, я повторю, брал уроки живописи у своего друга Петра Заболоцкого. Говорят, в мастерской художника поэт постоянно видел непрофессионального натурщика, отставного унтер-офицера лейб-гвардии Московского полка Андреева. Записали? Да. Или что-то повторить? Еще раз, Лермонтов брал уроки живописи у Петра Заболоцкого, а в мастерской художника постоянно видел отставного унтер-офицера Андреева. Понятно, да? Внимание, вопрос. Как называл этого натурщика Михаил Лермонтов? А возможно, так к нему и обращался. Какой-то армейский чин, ваше какой-то какой-то ваше высокоблагородие, какой-то ваше. Он не профессиональный. То есть с него пишут много портретов, да, постоянно. Ну, здесь какой-то персонаж у Лермонтова, который похож на это. Похож на Унтер-натурщик, что-то такое. А вот это ваше Каламбур какой-то, наверное, должен быть. Смотрите, уроки живописи брал у него, писали с какого-то непрофессионального человека, который там постоянно был. Да. То есть он в отставке после армии стал работать на Нам не сказали ставка. Не высокоблагородие, что-нибудь такое. Был офицер руководящий какая-то... Ребят, давайте еще. К произведениям. Перечислите просто что-нибудь. Возможно, называл. Нет, в смысле, героев. Печорин, ну так если взять. Ребят, с его чином. Нам вопрос. Может, он его называл герой нашего времени. Еще минуту попросим. Сейчас подумаем. А возможно, так и обращался. Ну, Какое-то обращение должно Он на нем учился, он его писал, и учился на этом Господин человеке. какой-то. Итак, вы будете брать минуту в кредит или будете отвечать? Господин ведущий, мы бы хотели попросить минуту в кредит. Итак, знатоки просят минуту в кредит. Вы готовы предоставить ее? Готово. Готовы. Итак. Господин ведущий, повторите. Елизавета, не тряситесь. Успокойтесь. Я перечитываю вопросы. Вы всю минуту обсуждали, кто профессиональный, кто непрофессиональный. Это вообще никакого значения не имеет. И только к концу минуты хотя бы продвинулись в нужном направлении. В 30-х годах 19 века Михаил Лермонтов брал уроки живописи у своего друга Петра Заболоцкого.
говорят, в мастерской художника он постоянно видел в 30-х годах 19 века. В 30-х годах. И там он видел отставного унтер-офицера лейб-гвардии Московского полка Андреева. Как называл этого натурщика Михаил Лермонтов? И, возможно, так к нему и обращался. Вот это важно. Минута. Дядя. Почему? Скажи, Скажи-ка, дядя, ведь не да. Он ветеран. Он ветеран войны. Он ветеран войны. Это война 1812, которая, да. И он сказал, дядя. Прошлого времени он не мог называть, то есть не нашего прошлого времени. 30-е годы, это после декабристов. Да, нас обратили внимание на 30-е годы 19 века. Мы знаем, что в начале века была война. Может быть, после войны. 1830. Хорошо, вот еще, давайте После произведение. восстания декабристов уже хорошо. Ребят, с Кавказом как-то можно связать? Смотрите, может быть, он там был одноногий, однорукий, инвалид А какой-то. если обращался, возможно, к нему, то есть он, извините там кто-то, скажите кто-то, вот у нас Произведения еще какие мы знаем. Героев, да, и вот еще что-то. Герой прошлого времени, ну так. Ну вот доктор Вернер, у него там наше время, был. да. Еще кого что мы До знаем. 30-х, он в 30-х вышел в отставку, это важно. Да. То есть как будто неплохо. Там, что как он называл? Как называл, обращался. Как он называл, как возможно обращался. Хорошо. Антон. Возможно? Да. Формулу. Формулу. Итак, прошу. Антон Милошенко. Антон, прошу вас. Господин ведущий, дядя. Как называл и как, возможно, обращался дядя? Мой дядя. Так, а теперь, внимание, правильный ответ. Господин Ивлев, Да, господин ведущий. ну какие у вас еще версии были? Герой прошлого времени. Какого? Ну, нашего времени, Нашего. естественно, он мог прошлого времени. И это вам не понравилось, а понравился какой-то дядя. Да. Господин Милошенко, посмотрите. Это тот самый портрет, сейчас вам его вынесут, который писал Петр Заболоцкий. Антон, отставной офицер Андреев, с которым встречался Лермонтов, был ветераном войны 1812 года. Лермонтов называл его дядя. Помните, скажи-ка, дядя. Есть версия, что Андреев стал прототипом героя стихотворения «Бородино». Хотя есть и другие версии, но молодцы. 5-4. Айдар Минибаев из Нефтекамска получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка как компенсацию, потому что знатоки ответили на вопрос, взяв кредит. Но знатоки теперь обязаны на один из вопросов ответить без обсуждения, если господин Гиязов, конечно, не перенесет им на следующую игру. 10-й раунд. Господин Милошенко, скажите, пожалуйста, почему у вас вторая минута была, ее практически не было, вы сразу версию сказали. Вот что я вам такого сказал, повторив вопрос, что совершенно кардинально поменяло ваш подход к нему? Скорее, я поменял подход, я перестал... Вы в конце минуты стали говорить, может быть, какие-то герои, да, и вот как бы вам там чуть-чуть не хватило времени. Да, чуть-чуть не хватило времени там, на чтение вопроса пришло понимание. Минск. Против вас играет экономист Наталья Островская из Минска. Господин Милошенко, в 50-х годах 20 века фотограф Гьон Милли сделал серию фотографий в необычной технике. Внимание! Необычные штрихи. Так вот, необычные техники, и вот такое у него получилось. Перед вами фрагменты некоторых работ из этой серии. Главного героя и то, что находилось у него в левой и в правой руках, мы вам не показываем. Но подобные предметы находятся сейчас у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что там? И назовите профессию главного героя.
Фонарик. Да, там фонарики, а что за профессия? А что за профессия? Фонарщик? А это не может быть маленький принц на Вот, фонарик? 50-е. В правой и в левой. 50-е прошлого века. Ребят, в двух руках. Почему фонари в двух руках? Ну что, а что-то еще что светится? Регулировка. Это точно, смотрите, это точно на длинной выдержке, на длинной выдержке. Наверху есть, наверху есть. Фотографии на экране, ребята. Смотрите, что-то движется вверх. Что в аэропорту? В аэропорту, как это? Есть еще Как называется человек, который сажает на посадочную ленту? Авиарегулировщик. Попробуйте это показать. Они не сажают. Что это? Они Вот так. на Авиарегулировщик слишком сложно. Что светится и в двух руках? Должно быть что-то более очевидное. А просто у полицейского какой-то жест, он не может... Дирижер. В левый и правый, в левый и правый. Левый и правый. А что в двух руках тогда? У дирижера Павла Смотрите, оно движется как бы. Полицейский Что сдаем? дирижер. Что выбираем, ребята? Нужно выбрать У ответ. нас либо дирижер, либо гаишник какой-то. Ну, скорее дирижер. А почему фонарь? 50-й год голосования. Итак, сначала кто отвечает? Иван Яковлев. Итак, Иван, Да, господин ведущий. что-то было в левой руке, а что-то в правой. Да? Да, получается так. Что в левой, а что в правой. Ну, допустим, Ну, попробуйте движение. Вот покажите мне, что за движение. пробую показать вот движение, которое на первой картинке. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот такое вот движение. А другая рука у вас не задействована? Другая рука в этот момент, да, не А работает. должна. Смотрите. должна. Допустим... Да что вы ее убираете все Да, время? извините. Вот, если двумя руками, да, мы Да. что-то делаем, получается. Да. А след один от одной только. Да, Ага. получается, второй рукой мы тоже что-то показываем. И одной рукой дирижер дирижирует без палочки, а другой рукой с палочкой. Ну вот дирижер — правильное направление, но не дирижер. Подумайте, что-то в одной, а что-то в другой. Ну что? Раз, два. Скрипач, скрипка и смычок. 5-5. Давайте посмотрим. У нас за кулисами скрипка и смычок. А вот посмотрите на фотографии. 11-й раунд. Наконец-то можно досрочно. Уважаемая госпожа Любинская, вы меня осуждаете? Я точно так же на тренировках делаю, господин ведущий. Спасибо, я с вас пример беру. Господин Ивлев, ну, шутки шутками, конечно, но вам на следующий вопрос надо ответить без минуты на размышление. Попробуем. Господин Гияз, что вы так улыбаетесь? Так, по стрелке Санкт-Петербург. Слушаем внимательно. Против вас играет врач-офтальмолог Айса Альчинова из Санкт-Петербурга. В некоторых итальянских кафе можно сыграть в игру. И если вам удастся выиграть, вас угостят бесплатным кофе. Сейчас сыграем. Внимание, банка с лимоном. Внимание, вопрос. В чем заключается эта игра и чего не хватает для того, вам сейчас не хватает, чтобы в нее сыграть? Кто отвечать будет? Ответит Антон Милошенко. Антон, очень ответственный момент. Итак, сначала чего вам не хватает, а потом в чем заключается игра? Чтобы поиграть в эту игру, мне не хватает монетки. Так. А игра заключается в том, чтобы положить монетку на лимон, и чтобы она с него не упала. А теперь, внимание, правильный ответ. Вы слышали про такую игру?
Не уверен. Чтобы сыграть в эту игру, нужна действительно монетка. Задача игрока — положить монетку так, чтобы она не утонула. 6-5 в пользу знатоков. Счет становится 6-5 в пользу знатоков. Команде Кирилла Ивлева удалось все-таки одержать победу в первой игре в клубе «Что, где, когда». Вот имена победителей. Иван Яковлев. Жене привет. Елизавета Демидова. Артем Пайсон. Юлия Данильченко. Антон Милошенко вступил в игру в конце и просто вытащил команду. И капитан этой команды Кирилл Ивлев. Я вас всех поздравляю. Господин Тимонов, кто из знатоков был сегодня лучшим? Очень классно, что команда не растерялась, не рассыпалась после первых, так сказать, пропущенных ударов, после первых неотгаданных вопросов. И, конечно же, в конце какое-то озарение на Антона Милошенко снизошло. Вопрос про дядю, это было просто какое-то микрочудо за этим столом. Потому что, конечно, Антон, приз уходит вам. Поздравляю, хрустальный атом ваш. Господин Гиязов, кто получит приз за лучший вопрос? Знаете, до лучшего вопроса я бы хотел сказать, что тут на моей памяти впервые знатоки вернули кредит. Нет, это не на вашей, На вообще моей бывало памяти, такое, да. Да. Ну, Альфа-банку первый раз, да. Нет, Альфа-банку возвращали. Просто вы не первый у нас. Итак, у нас только Елена Потанина дважды возвращала кредит. Ну, слушайте, ладно. Давайте Итак. поговорим про деньги. 200 тысяч рублей дополнительно от Альфа-банка получит вопрос из 13-го сектора. И Владимир Артемов за вопрос о меде получит. Поздравляем телезрителя. 100 тысяч рублей призового фонда остались неразыгранными, и вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года. Уважаемые телезрители, на этом мы с вами прощаемся до осенних игр, а летние игры в клубе «Что, где, когда» закончены. Большое всем спасибо!